Дорогие Овны, для вас февраль 2026 года начинается с активной энергии, которая задает тон всему месяцу. Венера и Марс в начале месяца создают настрой для действий и инициативы. Они стимулируют желание действовать смело и проявлять решительность, особенно в работе и личных проектах. Это время, когда энергия помогает брать на себя ответственность и делать шаги к новым целям. Солнце находится в Водолее до 18 февраля. Оно открывает перспективы для карьерного роста, новых идей и личного развития. После 18 февраля Солнце переходит в знак Рыб, привнося мягкость, интуицию и способность чувствовать скрытые возможности, но при этом напоминая о важности сохранять концентрацию и внимательность к деталям. Февраль можно назвать переходным месяцем. Старые подходы и привычки теряют эффективность, а новые возможности требуют от Овна ответственного подхода. В карьере это означает необходимость планировать шаги, не полагаясь на импульсивные решения. Финансовая сфера тоже требует аккуратности. Спонтанные траты или необдуманные сделки могут привести к потерям. Личные отношения находятся под влиянием Венеры. Гармония достигается через честность и открытость. Спонтанные конфликты можно легко обойти, если сохранять спокойствие и чуткость к близким. Энергия месяца помогает укрепить связи, но также показывает, где требуется работа над отношениями. Февраль готовит почву для важных транзитов. Сатурн вступает в Овен, задавая тон ответственности и зрелости. Солнечное затмение Водолея открывает возможности для прорывов и новых проектов. А к концу месяца начинается ретроградный Меркурий, требующий аккуратности в документах, переговорах и финансовых делах. В целом, месяц сочетает активность с внимательностью. Используя энергию февраля с умом, Овен может заложить прочный фундамент для роста, реализации целей и укрепления отношений. Каждый шаг будет отражаться на будущем, поэтому важно действовать не только смело, но и внимательно. Давайте подробнее разберем начало месяца. Для вас февраль открывается ярким и насыщенным событием – полнолунием во Льве 2 числа. Это момент максимальной эмоциональной активности, когда многие ваши амбиции и желания выходят на поверхность. Для карьеры и личных проектов это время, когда вы можете увидеть результаты усилий, приложенных ранее. Те идеи, которые долго оставались в тени, теперь получают шанс проявиться, но требуют смелости и продуманных действий. Венера и Марс продолжают оказывать влияние на вашу активность. Эти планеты дают энергию для инициативы и поддерживают продуктивность. Помните, что финансовые решения, принятые в этот период, должны быть продуманными. Полнолуние усиливает импульсивность, поэтому важно проверять цифры и обдумывать вложения. Личные отношения в этот период тоже выходят на первый план. Это благоприятное время для важных разговоров и укрепления связей с близкими. Однако чрезмерная импульсивность может привести к недопониманию, поэтому важно сохранять баланс между эмоциями и вниманием к партнеру. Энергия полнолуния помогает в карьере, личной жизни и финансах. Ваше умение сочетать смелость с вниманием к деталям станет ключом к успеху. С 14 февраля Сатурн вступает в ваш знак, и это событие определяет направление ближайших 2 лет. Для Овна это один из ключевых транзитов, который требует зрелости, дисциплины и честности. Сатурн – это строгий учитель космоса, планета структуры, порядка и границ. Его влияние медленное, но глубокое. Оно формирует долгосрочные изменения, проверяет ваши решения и поступки. Переход Сатурна в Овен открывает период, когда многие процессы в карьере, личной жизни и внутреннем развитии будут проверяться на прочность. Длительный характер транзита подчеркивает серьезность задач. Все, что закладывается сейчас, будет влиять на следующие 2 года.
Поэтому февраль становится стартовой точкой для формирования устойчивой базы. Этот период требует от Овна осознанных и последовательных действий. Поспешность и легкомыслие не принесут результата. Сатурн напоминает, что порядок и дисциплина – ключ к стабильности и росту, а ответственность за свои действия – это залог успеха. В карьере транзит проявляется через необходимость планирования, дисциплины и последовательности. Старые подходы перестают работать, а результаты зависят от вашей внимательности и готовности брать на себя ответственность. Финансовая сфера требует осторожности. Необдуманные траты и рискованные шаги сейчас могут иметь долгосрочные последствия. Личные отношения проходят проверку зрелости. Сатурн не терпит легкомысленных и поверхностных связей. Также обратим внимание на то, что переход Сатурна в Овен совпадает с Днем влюбленных. Это создает небольшой фон для личных связей. Легкомысленные обещания и поспешные действия могут быть проверены, а честность и открытость станут основой для укрепления отношений. Сатурн в Овне дает шанс не только проявить зрелость, но и укрепить внутреннюю силу и научиться управлять ресурсами. Чем внимательнее вы относитесь к работе, финансам и личным проектам, тем больше пользы принесет этот период. Сатурн в Овне – это строгий учитель, который помогает превратить испытания в опыт, делая Овна более уверенным, самостоятельным и подготовленным к будущим вызовам. 17 февраля для Овна наступает один из ключевых астрологических дней месяца – солнечное затмение и новолуние Водолея. Это событие не просто влияет на настроение или краткосрочные решения. Оно открывает двери к новым проектам, смелым начинаниям и прорывам. Энергия затмения имеет долгосрочный эффект, поэтому важно понимать ее значение и использовать ее с умом. Затмение Водолея активирует коллективную сферу, технологии, дружеские связи и инновационные идеи. Плутон в том же знаке усиливает эффект трансформации. Именно сейчас можно сделать квантовый скачок в карьере, финансах или личных инициативах. Новолуние, происходящее в тот же день, дает импульс к смелым решениям. Это период, когда новые идеи и начинания получают энергетическую поддержку, особенно те, которые требуют нестандартного подхода и творческого мышления. Для карьеры это шанс выйти за рамки привычного, проявить инициативу и предложить инновационные решения. В финансовой сфере новолуние помогает увидеть возможности для инвестиций и проектов, которые раньше оставались в тени. Однако энергия затмения также требует осторожности. Для Овна важно не принимать поспешные решения в этот день и несколько дней вокруг него. Это время проверки. Любые необдуманные шаги или попытки насильно ускорить процесс приведут к замедлению или ошибкам. Сосредоточенность, внимательность и стратегический подход позволят использовать энергию с максимальной пользой. Личные отношения также попадают под проверку. Сатурн уже вступил в ваш знак, и затмение усиливает потребность в честности, открытости и осознанности в связях. Для новых знакомств энергия затмения создает шанс найти партнеров, которые будут поддерживать ваши цели и ценности. Практическая рекомендация для Овна на этот день. Завершайте старые проекты и дела, избегайте поспешных договоренностей, проявляйте инициативу там, где есть ясное понимание целей. Используйте энергию затмения для смелых, но продуманных шагов, что в карьере, в финансах, что в личных связях. В будущем этот день будет восприниматься как точка, с которой начался новый уровень возможностей. Февральское затмение – это сильный и трансформационный момент. Он помогает Овну не просто двигаться дальше, а сделать качественный прорыв. Кто воспользуется этой энергией осознанно, получит фундамент для долгосрочного роста, новых связей и успешных проектов. С 26 февраля начинается ретроградный цикл Меркурия в Рыбах.
Для Овна это период, когда энергия коммуникации и информации становится особенно запутанной, а решения, принятые в этот день, требуют двойной внимательности. Меркурий в Рыбах сам по себе чувствует себя слабо, интуиция преобладает над логикой, факты могут казаться размытыми, а ретроградность усугубляет эту особенность, создавая атмосферу возможных недоразумений и задержек. В карьере данный транзит проявляется через сложности в документах, договорах и переговорах. Любые решения, связанные с бумагами или цифровыми проектами, требуют проверки и перепроверки. Подписывать новые договоры или делать крупные финансовые шаги не рекомендуется, особенно если нет возможности детально изучить условия. Зато это отличное время для завершения старых дел, уточнения деталей и исправления ошибок, накопленных ранее. Финансовая сфера требует повышенного внимания. Любые вложения или расчеты должны быть тщательно проверены. Ретроградный Меркурий может приводить к неожиданным задержкам или путанице в расчетах, поэтому ключевое правило для Овна – не торопиться и действовать осознанно. Также и личные отношения в этот период требуют аккуратности. Возможно недопонимание, путаница в словах или чувствах, возвращение людей из прошлого или старые вопросы, которые раньше оставались нерешенными. Энергия Меркурия подталкивает к честной и внимательной коммуникации, чтобы избежать конфликтов. Это время хорошо подходит для разборов прошлых недопониманий, уточнения ожиданий и закрытия старых историй. Ретроградный Меркурий в Рыбах – это не только период осторожности, но и возможность развивать интуицию и гибкость мышления. Овну полезно прислушиваться к внутреннему голосу, анализировать прошлые решения и строить планы на основе опыта. А сейчас я расскажу главные советы для Овна в период ретроградного Меркурия. Завершайте дела, которые были начаты ранее. Перепроверяйте цифры и документы. Избегайте поспешных решений в финансах и переговорах. Используйте время для анализа прошлых шагов и исправления ошибок. Так энергия ретроградного Меркурия будет работать на вас, а не против вас. Заканчивая февраль, Овну важно помнить: медленный, внимательный и продуманный подход сейчас открывает дорогу к более ясным и успешным решениям в марте. Этот период проверяет вашу способность адаптироваться, сохранять концентрацию и использовать внутреннюю мудрость в работе, финансах и отношениях. Для Овна февраль месяц интенсивный и насыщенный, полный важных событий, которые проверяют на зрелость, внимательность и готовность действовать осознанно. Полнолуние и начало месяца задают тон, выявляя сильные и слабые стороны проектов и отношений. Переход Сатурна в Овен с 14 февраля становится стартом периода личной ответственности и дисциплины, а затмение и новолуние 17 февраля открывают новые возможности, заставляя пересмотреть старые системы и подходы. Ретроградный Меркурий в конце месяца напоминает о важности внимательности, проверки документов и честной коммуникации. В итоге февраль – это месяц, который дает вам шанс выстроить прочный фундамент для дальнейшего роста. Используйте опыт месяца для планирования следующих шагов, укрепления финансовой стабильности и гармонизации отношений. Февраль оставляет ощущение контроля, ясности и готовности к новым свершениям, делая вас сильнее, решительнее и увереннее в своих возможностях. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскопы на 2026 год для каждого знака зодиака. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!